Добрый день, дорогие друзья! Это уроки истории с Тамарой Эдельман. Сегодня будем говорить о холодной войне. Спасибо всем, благодаря кому мы записываем эту лекцию. Нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне, тем, кто нас поддерживает на платформе Boosty. Пожалуйста, традиционная просьба. Не забудьте поставить лайк и сделать репост. Вы нам очень-очень поможете. Дорогие друзья, в апреле я еду в Канаду. На наших встречах мы будем говорить о суде истории, о том, как в разные эпохи люди решали вопрос, на ком лежит ответственность за происходящее. Я много выступала с этой лекцией, и каждый раз слушатели приходят на нее с целым ворохом вопросов, и лекция превращалась в разговор. Кто имеет право судить? Кого? За что именно? Давайте вместе искать ответы на эти вопросы. На наших встречах нам предстоит подумать, можно ли сажать палачей и пропагандистов на одну скамью с теми, кто отдавал приказы. Можно ли найти разумный баланс между справедливым возмездием и милосердием? В поисках ответов на эти непростые вопросы, которые, я знаю, волнуют всех нас, мы с вами обратимся к опыту истории, хотя бы для того, чтобы получить материал для размышления. Наши встречи пройдут не только в формате лекции, но и как разговор после нее. Я хочу не просто поделиться своим мнением, но услышать ваш голос. Надеюсь, что и для меня, и для вас это будет особенным событием. С нетерпением жду вас на моих выступлениях в Канаде. Билеты можно купить на официальном сайте по ссылке в описании. До встречи! В январе 1952 года на Ямайке в своем доме с экзотическим названием Golden Eye разведчик, журналист, богатый человек, любитель женщин, любитель азартных игр, любитель выпить по имени Иэн Флеминг стал писать роман. Роман, который назывался «Казино Рояль». Он решил придумать супергероя. Правда, в тот момент он совершенно не считал, что этот человек будет супергероем. Наоборот, он потом говорил, что он хотел придумать максимально скучного героя, который сам ничего особенного из себя не представляет, а вот на него все время обрушиваются какие-то вещи, он должен реагировать, и получается закрученный сюжет. Героя этого он скомпоновал из разных своих воспоминаний о своей деятельности разведчика, о том, как он в нейтральной Португалии, в казино Эштарила следил за английскими шпионами, которых он курировал, смотрел, где немецкие шпионы, о своих многочисленных друзьях или недругах, чьи имена он часто использовал для отрицательных героев, для злодеев. Представил себе собственную жизнь, причем, в таком, конечно, идеализированном сильно виде. И начал писать. Ему нужно было имя для этого героя. И тоже он искал какое-то максимально простое, скучное, как он все время повторял, имя. Иэн Флеминг очень любил наблюдать за птицами. И у него была книга, которая называлась «Птицы Вест-Индии». Ее написал орнитолог. Звали этого орнитолога Джеймс Бонд. И Флеминг решил, что это очень подходящее имечко. Так родился Бонд, Джеймс Бонд. Так появился первый роман, за ним последует еще. Всего Флеминг напишет 12 романов и 2 сборника рассказов. И романы эти, в общем, будут читаться хорошо покупаться, тиражи будут большие. Критика сначала, приветствовала. Потом, как-то к концу 50-х, началу 60-х, что-то им разонравились романы Флеминга. Они стали налетать на него, ругать, бранить. Вот один критик просто уничтожающе написал следующее. В романе «Доктор Ну» 3 главных составляющих. И все они совершенно нездоровые. И все они абсолютно английские. Это садизм школьного хулигана, механическое, плоское сексуальное желание фрустрированного подростка и грубый снобизм взрослого обитателя пригорода. Наверное, если вдуматься, все это можно найти и в романах, и в фильмах о Джеймсе Бонде. Читатели, как не очень реагировали на эти слова критиков, продолжали покупать книги. В 1961 году журнал Life опубликовал список 10 любимых книг президента Кеннеди. Среди этих книг был роман Флеминга «Из России с любовью». Тут, конечно, тиражи выросли до небес.
А главное, наверное, то, что в 1962 году выходит первый фильм Бондианы «Доктор Но». Появляется первый Бонд, для меня вообще единственный Бонд, настоящий, это Шон Коннери. И тут начинается. И, конечно же, сегодня столько уже снято Бондов. Столько романов написано уже после смерти Флеминга, когда другие пытались подхватить эту франшизу. И все мы знаем, как Бонд должен выглядеть, каким элегантным он должен быть, каким оружием он пользуется. Мы знаем, как он любит ездить на Астон Мартине, хотя потом появились другие уже машины, на которых разъезжал Бонд. Как мы знаем, что все фильмы о Бонде – это мощнейший product placement, то есть там рекламируются самые разные вещи. Мы знаем, конечно же, коктейль Бонда, мартини с водкой, взболтать, но не смешивать. Мы знаем, какие удивительные механизмы ему все время вручают его товарищи по британской разведке. Мы знаем, почему у него номер 007, что это дает ему разрешение на убийство и много всего другого. И, конечно, сегодня вот эта вот франшиза бондовская – это уже далеко не то, что было когда-то. Но все равно очень интересно, что миллионы людей читали эти, ну, скажем, прям невеликие романы, смотрели эти фильмы, не являющиеся шедеврами киноискусства, но почему-то все равно нас невероятно увлекающие. И среди поклонников Бонда, кроме Кеннеди, был президент Рейган, был корейский диктатор Ким Чен Ир и много-много-много-много других людей. Далеко не во всех романах или фильмах о Джеймсе Бонде действуют российские шпионы. Там, конечно, есть вот из России с любовью замечательный генерал Грубозабойщиков, который отправляет несчастную Татьяну на задание. И есть много других неприятных товарищей или из СССР, или из соцлагеря. Одновременно там могут быть безумные ученые или злобный миллионер, ну, кто еще. Но главная идея понятна. Бонд воплощает силы добра, которые борются с силами зла. Эти силы зла хотят погубить весь цивилизованный мир. Обычно они выглядят очень нецивилизованно. И не случайно, конечно, первая книга вышла в 1953 году, первый фильм вышел в 1962 году. Это все порождение Холодной войны. Даже если про Советский Союз прямо там ничего нет. Вот это вот представление, что в мире все время идет борьба двух партий, добра и зла. Кто бы ни воплощал зло, понятно, что Бонд, конечно, на стороне добра. И добро у него с кулаками или там с пистолетом. Надо понять такую вещь, что в течение многих десятилетий, ну вот там с 1945 года, когда, казалось бы, силы зла повержены, ура, добро победило, теперь все будет хорошо, очень быстро возникает ощущение, что идет по-прежнему в новых формах, но идет эта борьба добра и зла. И так будет продолжаться до 90-х годов, когда показалось опять, что добро победило, что зла больше, ну, не то чтобы нет, но, во всяком случае, оно повержено, ему нанесен сильнейший удар. Холодная война закончилась. В 2005 году американский историк Джон Гэддис Льюис, очень крупный специалист по истории Холодной войны, написал следующие слова. «Я уверен, что сегодняшний мир стал лучше благодаря тому, что в нем развивался этот конфликт именно так, как он развивался. И что победила в нем именно та сторона, которая победила». 2005 год. Никого сегодня не волнует перспектива новой мировой войны или полного триумфа диктаторов, или же мысль о том, что цивилизация может закончиться. А ведь дела обстояли по-другому, когда началась Холодная война. Несмотря на все связанные с ней опасности, жестокости, моральные компромиссы, Холодная война была необходимым состязанием, в котором раз и навсегда были разрешены некоторые фундаментальные проблемы. Еще раз, это 2005 год. И кажется, что угрозы мировой войны нет, что диктаторов все меньше и меньше, и скоро они вообще исчезнут, что цивилизации никаких особых угроз нет. И вот не так уж много времени прошло с того момента,
А как-то эти слова воспринимаются словно совершенно байка, сказка, мечта. Меж тем это пишет серьезный ученый, и пишет вполне обоснованно для того времени. Увы, это доказывает лишний раз, что неплохо нам вспомнить холодную войну, неплохо понять, как развивалось это противостояние, как оно возникло, к чему оно привело. Очень интересно подумать, почему холодная война не перешла в горячую. Какая цена была за это заплачена? Может быть, это в какой-то мере позволит нам, не предугадать будущее, но, во всяком случае, лучше понять механизмы, существующие сегодня. И другая вещь. Казалось бы, холодная война – очень важное явление в истории, очень важный период. Но теперь все по-другому, все изменилось, расстановка сил другая, проблемы другие, что, конечно, так. Но помимо того, что действительно нам полезно посмотреть на это противостояние, наверное, стоит вспомнить такую особенность тех лет, на которую обратил внимание один историк, который занимался холодной войной не столько с точки зрения противостояния СССР и США, как всегда прежде всего смотрели и смотрят на этот период, а с точки зрения того, что происходило в других местах. Очень часто создается ощущение, что эпоха после Второй мировой войны, и до 90-х, это была мирная эпоха, это была спокойная эпоха, это была эпоха без войн, это была эпоха долгого мира, как пишут. Но это же касается только части мира. А если посмотреть на Азию, на Африку, на Латинскую Америку, то там мы увидим, что ни о каком долгом мире речи нет. И историк, который занялся как раз изучением окраины, окраины западного мира, то он обратил внимание своих читателей на то, что холодная война – это период, когда существовали невероятные по своим размерам жертвы среди мирного населения. И эти жертвы, к тому же, погибали в результате ужасающих жестокостей. Казалось, что после Второй мировой войны ничего подобного не повторится. Это не должно повториться. Это говорили на разные лады по обе стороны железного занавеса. Нет, больше не будет таких ужасов. Не будут погибать тысячами мирные люди. Между тем, именно это и происходило. И очень часто это не были случайные жертвы, а насилие обращалось именно на них. Потому что они исповедовали не ту религию или не ту идеологию, потому что в борьбе с сверхдержав они обращались за помощью к тем, а не к этим. Результат был плачевен. И это, наверное, тоже одна из причин, по которой стоит вспомнить, что происходило. Надо начать с того, почему вообще началось это противостояние. Противостояние прежде всего между СССР и США, в котором, конечно, примут участие десятки других стран с той или другой стороны. Но к 1945 году СССР и США союзники. Они вместе сражаются против абсолютного зла, против фашистской Германии. Почему бывшие союзники, да не бывшие, союзники, только что они встречались на Эльбе, дипломатические встречи происходили, огромная помощь шла из США в Советский Союз. Каким образом такая прочная, казавшаяся такой прочной коалиция так быстро развалилась? Упоминавшийся мной Джон Льюис Гэддис очень резонно пишет о том, что фашизм был побежден коалицией, чьи участники уже, по сути дела, находились в войне друг против друга. Формально это не так, но фактически, естественно, коалиция эта была обречена на гибель. Удивительно, что она вообще возникла. Если мы вспомним отношения между Советским Союзом и западными державами до начала Второй мировой войны, которые оставляли желать лучшего. Дипломатические отношения существовали, но никакой дружбы, конечно же, не было. Дальше, с 1939 по 1941 год Советский Союз – союзник фашистской Германии, и несмотря на то, что СССР все время подчеркивает свою роль как лидера антифашистской борьбы, а Германия, наоборот,
свой антикоммунистический характер. И договор с союзниками называет антикоминтерновский пакт, чтобы все понимали, что они враги коммунистов. Несмотря на то, что это вроде бы два смертельных врага, и, конечно, подписание позорного пакта Молотова-Риббентропа поражает весь мир. А с другой стороны, наверное, поразились сначала, а потом пожали плечами и сказали, да, в общем, ничего удивительного. Потому что это две диктатуры, очень похожих друг на друга. Но дальше Гитлер нападает на Советский Союз, все меняется. Советский Союз получает поддержку и Великобритании, и Соединенных Штатов, становится частью антигитлеровской коалиции, и идет война вот этой антигитлеровской коалиции против Гитлера, против фашистской Германии. При этом надо сказать, что, конечно, и Великобритания и Соединенные Штаты очень боялись, что Сталин в какой-то момент выйдет из войны. Благодаря фильму «17 мгновений весны» и благодаря многим другим художественным и научно-популярным, или, так сказать, научным книгам, у нас всем создается впечатление, что Америка жаждала заключить сепаратный мир и чуть ли не начать воевать сразу же против СССР. Чего, конечно, не было. Другое дело, что фашисты на это рассчитывали, действительно. Но этого не произошло, как мы знаем. К счастью, и Сталин не заключил сепаратный мир с Гитлером. Но то, что вообще-то всего за несколько лет до этого они были союзниками, это, конечно, влияло и на Черчилля, и на Рузвельта, которые очень напряженно думали о том, как удержать Сталина в этой коалиции. Особенно после того, как территория Советского Союза была уже освобождена. Есть, скажем, ученые, которые считают, что они осознанно очень часто шли на уступки Сталину, в частности, безусловно, особенно в 1941, 1942, 1943 годах. В общем, никто не вспоминал о захваченных Сталином территориях. Латвия, Литва, Эстония, часть Польши, Бессарабия. Про это, как бы не говорилось. И хотя задача ставилась восстановление довоенных границ, но вот как будет с границами этих государств, этот вопрос отодвигался. Всем было понятно, что он в конце концов выйдет на первый план, его надо будет решать. Но пока что надо всем вместе сражаться против Гитлера. Не будем про это. Но дальше Гитлер уже отступает, происходит коренной перелом в войне, советские войска двигаются вперед и вперед, и очень серьезный возникает вопрос о том, что будет дальше. Конечно, больше всего об этом думал Черчилль из «Большой тройки». Мы говорили об этом и в лекции о Черчилле, и в лекции о Сталине в годы войны. Черчилль очень хорошо понимал, что чем большие территории займет Красная армия, тем сильнее будет влияние Сталина в Европе. Рузвельт, конечно, тоже это понимал, но его политика по отношению к Сталину была более уступчивой, более мягкой, чем у Черчилля. Трудно упрекнуть президента, политика, опытного в какой-то очень большой наивности, но он, очевидно, действительно до какого-то времени считал, что Сталин будет выполнять все то, о чем они договаривались в Тегеране, в Ялте. Уже только под самый конец он понял, что Сталин нарушает все договоренности. У Рузвельта много было идей о том, как должен быть устроен послевоенный мир, как сделать так, чтобы подобного ужаса больше не повторилось, как избежать следующих войн. Но он считал, что должно быть соглашение крупнейших держав, то есть прежде всего Америки, Великобритании, Советского Союза и Китая. Естественно, предполагалось, что Китай не будет коммунистическим. Они будут обеспечивать мир во всем мире. Дальше из этого будет развиваться идея, которая потом приведет к созданию ООН, что должен быть правильный, хорошо развивающийся экономический порядок. Ни в коем случае нельзя допускать новой Великой депрессии. Тоже понятно, почему американский президент, столько лет боровшийся с Великой депрессией у себя на родине, с экономической депрессией, что он очень много об этом думает и резонно считает, что этот экономический упадок, который переживала не только Америка, но и Европа, что он во многом породил фашизм. Надо обеспечить нормальные международные договоренности,
международное сообщество, обеспечить экономическую жизнь. Надо это делать всем вместе. И вообще-то, казалось бы, они это и делают, потому что создается Организация Объединенных Наций, державы-победительницы становятся постоянными членами Совета Безопасности, все вроде бы идет. Но при этом принципиальные различия между западными демократическими странами и сталинской диктатурой, между странами, в которых существует свободный рынок, и Советским Союзом с его директивной экономикой, эти различия принципиальны. И вот мысль о том, что их можно будет преодолеть и договориться, она, конечно, прекрасна. Очень хорошо всем договариваться, это правильно. Но не с каждым можно договориться. Вот в чем проблема. Западные державы, с одной стороны, рассчитывают на какое-то разумное поведение генералиссимуса Сталина и возможность договоренностей. В то же время, конечно, очень сильно опасаются его укрепления в Европе. Сталин, вроде бы готов договариваться. Вот он встречается в Тегеране с Рузвельтом и Черчиллем, 1943 год. Вот он встречается в Ялте, это уже 1945 год. Вот он встречается в Потсдаме, это уже лето 1945 года, уже Германию победили. И он готов разговаривать, и он вроде бы как очень вежливо все выслушивает. Но на самом деле подводные течения-то уже есть. И с каждой следующей конференции они все сильнее. Именно потому, что война подходит к концу, и уже начинается борьба за влияние, в которой заинтересованы все. При этом Сталин, судя по многим источникам, исходит во многом из того, что капиталистические страны вот-вот перегрызутся между собой, и тогда очень легко будет Советскому Союзу расширять свое влияние, может быть, дойти до Парижа, а может быть и дальше, и, может быть, сделать всю Европу коммунистической. Это одна важная вещь. С другой стороны, он не просто этого ждет, он хочет уже сразу после войны усиливать свое влияние. На Западе он добился очень многого. Все те территории, которые были захвачены с 1939 по 1940 год, остаются в составе Советского Союза. Что бы ему ни говорили его союзники, здесь ничего не меняется. И сделать с этим ничего нельзя, если начинать новую войну, а на это никто не готов. Мало того, как мы знаем, Красная Армия проходит по Европе, и, безусловно, проходит как освободительница, освобождая множество стран Восточной и Центральной Европы от фашистского владычества, а после этого устанавливая новое владычество. И то, что потом будут называть соцлагерем, страны, где вдруг почему-то победил социализм, где быстренько прошли выборы, где-то президента, где-то парламента, где сформировались сначала как бы коалиционное правительство, а потом оказалось, что из этих коалиций очень быстро выкидываются все некоммунисты. Это все станет сферой влияния Советского Союза. Но Сталину этого мало. Он видит, как многого он добился на Западе. Он хотел бы влияния СССР и в других местах. И очень хорошо видно, как с конца 1945-го, в 1946 году он очень четко намечает другие точки, где он хотел бы установить советское влияние. Во-первых, это Иран. Иран невероятно ценный из-за своего стратегического положения, и, конечно, прежде всего из-за своей нефти. Иран, который был настолько ценен, что когда возникло такое предположение, что, может быть, шах Ирана заключит договор с Германией, даже, может быть, не вступит в войну, склонится в сторону Германии в 1941 году, когда очень много было других задач у союзников. Однако Советский Союз и Великобритания вводят свои войска на территорию Ирана и вынуждают его остаться нейтральным. Существовала договоренность о том, что после победы над Германией войска будут выведены. Но войска не выводятся советские в течение всего 1945 года и в начале 1946-го мало того. Я помню, как нам в школе учительница, применительно к гражданской войне в России, идея вся та же самая, она говорила: Красная Армия не устанавливала режимы в других государствах, имелось в виду Армения, Грузия, независимый Азербайджан, но она сдерживала силы контрреволюции. И потом точно так же и после Второй мировой войны. И вот
в Иране нейтральном вдруг оказывается, что есть силы, которые хотят создать Азербайджанскую республику, Курдскую республику, притом это левые силы. И они, конечно, пользуются поддержкой советских войск. То есть ясно, что вот-вот-вот, и тут уже будут эти государства, которые благополучно отделятся от Ирана, ну, а потом, наверное, вступят в Советский Союз или станут его сателлитами. И вопрос об Иране рассматривался в ООН, ну и Сталин понял, что здесь не выйдет ему, и войска все-таки были выведены, но только в 1946 году. Не меньше, чем Иран, его интересовала Турция. Проливы. Мечта российских дипломатов задолго до Сталина. Проливы с их возможностью контролировать сообщения между Черным и Средиземным морем. Базы на побережье Турции. Мало того, он считает, что Советский Союз вполне заслужил право на то, чтобы укрепиться и в Северной Африке. Красная армия там не воевала, но территории Северной Африки пытались захватить Германия, Италия. Теперь СССР, как участник антигитлеровской коалиции, тоже имеет право контролировать эти территории, чтобы обеспечивать тут мир. Не вышло. Не получил Сталин ни проливов, ни баз на территории Турции. В Средиземное море вошел 6-й американский флот. И, конечно, ни о каком контроле над Северной Африкой тоже речи не было. Пришлось уступить. Хотя, например, Греция, которая тоже давала возможность очень сильного влияния в Средиземноморье. Греция пылает, там гражданская война, там очень сильные коммунисты. И, в общем, понятно, кто стоит за этими коммунистами. И кто выиграет, если они победят в гражданской войне. Сталину в 1945-1946 годах приходится уступать, по нескольким причинам. Конечно, с одной стороны, советская армия, хоть и победительница, но победила такой страшной ценой, с таким огромным количеством жертв. Лишний раз не вредно заметить, что этих жертв могло бы быть намного меньше, если бы людей берегли. Но в данном случае даже это не важно. Такое количество жертв, что большой вопрос, насколько она может быть боеспособна и готова к новой войне, если она начнется. А главное, конечно, это то, что летом 1945 года весь мир узнает, что у Соединенных Штатов есть атомное оружие. Как мы знаем, во время Потсдамской конференции Трумэн сообщил Сталину о том, что было произведено испытание нового мощнейшего оружия. Сталин спокойно, вежливо, вроде бы совершенно равнодушно улыбнулся, поздравил, ни одного вопроса не задал, как бы это его не волновало, хотя, конечно, его это очень сильно волновало. Когда стало ясно, какая невероятная мощь стоит за атомным оружием, когда погибли в огне и в радиации Хиросима и Нагасаки, всему миру было уже понятно, какое огромное военное преимущество у Соединенных Штатов. Как мы знаем, Роберт Оппенгеймер, создатель американской атомной бомбы, увидев первый гриб, поднимавшийся в Лос-Аламосе, в пустыне, вспомнил слова из священной индийской книги Бхагавад-гиты, которую он очень любил: «Я стал смертью, разрушителем миров». Во многом ужаснулся тому, что он сделал, хотя, конечно, и он сам, и другие ученые работали ради того, чтобы победить Германию и Японию. О том, что будет дальше, они задумались после победы. Об этом речь впереди. Но в то же время, помимо чисто военного достижения Соединенных Штатов, совершенно изменилась вся политическая ситуация, вся расстановка сил. Очень интересно, что одним из первых это заметил человек, пока еще не прославившийся, но слава его грянет всего через несколько лет, писатель, обладавший невероятной прозорливостью, Эрик Блэр, писавший под псевдонимом Джордж Орвелл. И уже в 1945 году он публикует статью под названием «Ты и атомная бомба», в которой анализирует новую ситуацию. Очень интересно, что именно в этой статье было одно из первых, там могут быть другие варианты, но, по крайней мере, одно из самых ранних упоминаний термина «холодная война». Что пишет Орвелл?
40 или 50 лет назад господин Герберт Уэллс и другие предупреждали нас, что человек находится в опасности, разрушает себя своим собственным оружием, освобождает землю для муравьев или какого-нибудь еще стайного вида. Любой, кто видел опустевшие города Германии, по крайней мере, может это себе представить. Тем не менее, если смотреть на мир в целом, то в течение многих десятилетий его дрейф ведет не к анархии, а к повторному введению рабства. Мы, может быть, стремимся не к всеобщему самоуничтожению, но к эпохе такой же ужасающе стабильной, как рабовладельческие строи древности. Пока мало кто смог просчитать идеологическую подоплеку, то есть мировоззрение, вид верований и социальную структуру, которые будут в государстве непобедимым и находящимся в состоянии перманентной холодной войны с соседями. Если бы атомная бомба оказалась чем-то дешевым и легко производимым, как велосипед или будильник, возможно, мир снова погрузился бы в варварство. То есть началась бы какая-то война страшная. Но, с другой стороны, это могло бы привести к концу национального суверенитета и основанию высокоцентрализованного полицейского государства. Я так понимаю, что имеется в виду, что началась бы страшная война, в конце концов, кто-то бы в ней победил и подчинил себе руины оставшихся государств. Если же атомная бомба – это действительно редкий и дорогостоящий объект, который так же трудно производить, как линкор, то она, вероятнее всего, на неопределенный срок положит конец крупномасштабным войнам ценой установления мира, который не будет миром. По сути дела, это и произошло. И можно сказать, что оба варианта, разбираемые Орвеллом, в какой-то мере сбылись. Производство атомной бомбы не стало таким же простым, как будильник или что-то еще, но то, что начался мир, который не являлся миром, и эта холодная война, а в какой-то мере, может быть, и погружение в варварство произошло. Это безусловно. Сначала в 45-м, 46-м, 47-м годах было ясно, какое огромное преимущество Соединенных Штатов. Соответственно, Сталин отступил, Сталин не стал требовать, скажем, с оружием в руках проливов, не оставил советские войска в Иране. Но от этого отношения не стали более дружелюбными. Мы понимаем, что параллельно с этим развиваются внутренние процессы в Советском Союзе. Тоже об этом шла речь в лекции о последних годах Сталина. Просто чтобы представить себе фон, давайте вспомним о том, какое огромное количество людей в СССР надеялось на перемены после войны, потому что победили фашизм. А значит, теперь не будет никаких фашистских шпионов, потому что были союзниками с Америкой, с Великобританией, с Францией. Значит, теперь мы не будем с ними бороться. В частности, с этими иллюзиями Сталину надо было расправиться, и поэтому страна закрывается, и поэтому все враждебнее отношения с бывшими союзниками. Такие иллюзии совершенно не нужны, и это основа роста репрессий в послевоенные годы. Но, в общем, в любые времена, в любых цивилизациях ужесточение внутреннего режима оказывается связанным с ужесточением внешней политики. И наоборот, ужесточение внешней политики приводит к более суровому внутреннему режиму. Это, конечно, было уже ясно на Потсдамской конференции. Там произносились все правильные слова, там устраивались банкеты, играла музыка, дарились подарки, говорились тосты. Вся такая внешняя видимость дипломатическая была соблюдена. Но они никак не могли там договориться, это видно по протоколам. Каждый день они говорят о том, нам надо как можно скорее выпустить общее коммюнике. И они не могут договориться о том, что же будет с Германией, они не могут договориться о границах Польши, они не могут договориться о легитимности выборов, которые очень быстро проходят в странах Восточной и Центральной Европы под контролем Красной Армии. В результате конференция заканчивается, все нерешенные вопросы переносятся на встречи министров иностранных дел, которые будут пару лет идти, потом сойдут на нет, потому что, опять же, там тоже договориться невозможно. Они в принципе не могут договориться, потому что стоят на совершенно разных позициях. Политических, экономических, и потому что все эти страны хотят укрепления своего влияния.
не получается нормальное сотрудничество. В конце 45-го, в начале 46-го года еще существовали определенные иллюзии. Наверное, не у всех. Там, например, у Черчилля их, конечно, не было. Но Черчилль в этот момент уже проиграл выборы летом 45-го года и в ярости находится в стороне от политической жизни. Похоже на то, что перед смертью Рузвельт тоже понял, что Сталин их переиграл. Но Рузвельта уже нет в живых. У Трумэна, очевидно, было представление о том, с кем он имеет дело. При этом все равно какие-то переговоры ведутся, обсуждения идут. У Сталина тоже есть свои иллюзии. Вот он ждет, когда сейчас Англия, Франция, Соединенные Штаты перегрызутся между собой, когда начнутся взрывы революционного движения, и вот он получит свой шанс. Но они пока все выжидают. Дальше происходит такая интересная вещь. В конце 1945 года по международным соглашениям, которые до этого обсуждались, и в частности с Советским Союзом, были созданы новые международные организации. Ну, конечно, важнейшим было создание ООН, но кроме этого был создан Всемирный банк, был создан Международный валютный фонд. И Сталин вроде был совершенно не против. Это вполне соответствовало американским идеям о распространении рыночной системы на как можно большее количество территорий для того, чтобы все страны втягивались в эти экономические отношения и, соответственно, улучшали отношения между собой. А теперь советские представители совершенно не реагируют, не хотят участвовать в этих организациях, какое-то непонятное их отношение. В феврале 1946 года Вашингтон запрашивает американское посольство в Москве, а что вообще происходит, почему нет никаких подвижек в этом отношении. И ответить на этот вопрос должен сотрудник посольства, который еще не был знаменитейшим политиком, определявшим внешнюю политику США в течение многих лет, а был просто одним из сотрудников посольства, звали его Джордж Кеннон. Он настолько переполнен тем, что он видит, потому что он уже понимает, что происходит. Он настолько полон жажды объяснить американским властям или, может быть, всему миру, для начала властям, с кем они имеют дело, что вместо того, чтобы дать какой-то короткий ответ на конкретный поставленный вопрос, он пишет здоровенный текст и отправляет его по телеграфу в Вашингтон. Потом этот текст назовут длинной телеграммой, и телеграмма эта станет таким основополагающим документом, очень сильно повлиявшим на внешнюю политику Соединенных Штатов. А пишет Кеннон следующее, что неуступчивость московских властей в том, что связано с созданием валютного фонда, Всемирного банка, это не какое-то конкретное недоразумение. А в Вашингтоне, конечно, ждут, что он объяснит, в Кремле недовольны этим, если мы сейчас уступим здесь, обсудим то дальше все пойдет как по маслу. А Кеннон пишет, нет, это только частное проявление общего процесса, важнейшей черты, которая в принципе характерна для того режима, который у власти в Москве. Они всегда будут враждебны по отношению к свободному миру, пишет он. Почему они будут считать весь мир враждебным себе? Потому что здесь диктатура, без которой они не знают, как управлять. Потому что внешний мир мешает им совершать все новые жестокости. Потому что они требуют от своего народа все новых и новых жертв. Соответственно, с точки зрения Кеннона, советская политика не изменится, по крайней мере, в обозримом будущем. Она будет такой еще очень долго. Изменить ее, с его точки зрения, может только какая-то длинная цепочка поражений Советского Союза. Даже не обязательно военных, дипломатических, политических. Когда они поймут, что не могут противостоять западному миру, тогда, может быть, пойдут на уступки. Что для этого нужно? Долгосрочное, терпеливое, но твердое, вооруженное сдерживание российских экспансионистских тенденций.
Кеннона потом много лет будут клеймить как ястреба, как идеолога холодной войны, но он сформулировал очень четкую мысль. Советский Союз будет враждебен по определению. Советский Союз любые уступки будет воспринимать как слабость. Поэтому идея о том, что мы вот здесь уступим и чего-то добьемся, она провальная. Это, кстати, было хорошо видно как результат Ялты и Потсдама. А вот политика сдерживания, благодаря развитым вооруженным силам, благодаря твердому поведению дипломатов, она, по крайней мере, не даст Советскому Союзу, ну, так, грубо говоря, захватить столько, сколько он бы хотел захватить. В общем, конечно, Кеннон оказался прав, потому что реальный отказ от политики холодной войны произойдет только в конце 80-х, в начале 90-х, когда будет видно, что Советский Союз не выдерживает конкуренции. Не знаю, можно ли это назвать цепочкой поражений, но во всяком случае Советский Союз понял, осознал свою неспособность продолжать противостояние. В 40-е годы, конечно, ничего такого не осознавали. Работа над советским атомным проектом кипела уже в 46-47 годы. Ожидания того, что сейчас перессорятся западные державы, были очень высоки. Соответственно, ни на какие уступки Сталин идти не собирался. Означало ли сдерживание обязательно войну? Наверное, и Кеннон, и многие другие исходили из того, что война вполне реальна. Они совсем ее не хотели, эта перспектива их не радовала, но они рассматривали ее как вполне возможную. Прошло совсем немного времени после вот этой длинной телеграммы. Она еще, конечно, только начинала оказывать свое воздействие. И 5 марта 1946 года Черчилль, оказавшийся неудел у себя на родине, естественно, что он делает? Он ездит с лекциями. И он выступает в городе Фултоне, в Вестминстерском колледже в штате Миссури, и произносит свою знаменитую фултонскую речь, которая у нас связана прежде всего с понятием железного занавеса, о котором он там говорит. И это, конечно, очень важно. Он уже тоже видит, что Европа раскололась на две части, что опустился железный занавес, за которым Сталин творит все, что хочет. И это очень важная составляющая этой его речи. Но он говорил далеко не только об этом. Он в целом говорил о том, как, с его точки зрения, надо действовать в сложившихся обстоятельствах. Он говорит о том, что на сегодняшний день Соединенные Штаты – это главный противовес войне и тирании. То есть он совсем не хочет новой войны. Для Черчилля, конечно, это непростые слова, потому что он видит, как ослабела его страна. Он, по сути дела, присутствует при резкой потере авторитета, влияния Великобритании. Но он понимает, что главная сила – это Соединенные Штаты. Что он говорит дальше? «Я отвергаю идею, что новая война неотвратима. Я не верю, что советская Россия жаждет войны». Это вопрос, чему он там верил действительно, но, по крайней мере, он так говорит. Но дальше. «Она жаждет плодов войны и неограниченного расширения своей власти и идеологии». Имеется в виду, конечно, плодов предыдущей войны. «Ничем они не восхищаются больше, чем силой. И ничего они не уважают меньше, чем слабость, особенно военную слабость. Поэтому старая доктрина баланса сил ныне неосновательна. А что же делать? Это та же идея сдерживания, в общем-то. Нужно под эгидой Объединенных Наций и на основании военной силы англоязычного содружества найти взаимопонимание с Россией. Здесь тоже интересная вещь. Во-первых, он, конечно, говорит о англоязычном содружестве, то есть он пытается нащупать какое-то новое положение Великобритании в новом мире. Ладно, сейчас для нас это не столь важно. Здесь очень важны слова о том, что надо найти взаимопонимание с Россией на основании двух факторов. Объединенных Наций, то есть ООН, международное содружество, международные отношения и так далее. И военная сила англоязычных народов. Вот здесь Черчилль предсказал, по сути дела, то, как будут развиваться международные отношения в течение многих лет и во время Холодной войны, и после нее. Я очень много в последнее время думаю о том, что кроме двух этих вариантов
Никто пока ничего не придумал. Трудно упрекать Черчилля в том, что он не додумался ни до чего другого. В общем, сколько лет прошло, и никто ничего другого не предлагает. То есть, какие существуют варианты предупреждения войны? Международное сообщество. Договоры, конференции, переговоры, заключение соглашений и так далее. Очень хороший путь, очень правильный, очень верный путь. Он верный до того момента, пока все готовы идти по этому пути. Как только кто-то, будь то Гитлер, будь то Сталин, будь то сегодняшние политики, говорит, а я не буду соблюдать эти соглашения, а я буду действовать так, как я хочу, это уже не срабатывает. Поэтому Черчилль, конечно, исходит из того, что не просто одни переговоры, а должна быть мощная военная сила, которая будет влиять на Советский Союз. Конечно, это страшная трагическая ситуация, потому что военная сила как фактор сдерживания – это очень здорово, это очень хорошо, если она остается фактором сдерживания, если не приходится потом воевать. И это вот страшная трагедия современного мира. Но пока никто ничего другого не придумал. Сталин, конечно, был в ярости. Через несколько дней он дает интервью «Правде», в котором он сравнивает Черчилля с Гитлером. Сталин Черчилля никогда не любил, и Черчилль Сталина не любил, но во время войны им приходилось соблюдать естественный этикет. Теперь Сталин уже говорит о том, что Черчилль напоминает Гитлера, и что Черчилль призывает к войне с Советским Союзом. Хотя Черчилль не призывает к войне, он призывает к взаимопониманию. Но он тоже держит в голове возможность войны и того, что к ней надо быть готовым. Каким образом быть к этому готовым? То, что началась атомная эра, то, что у США есть ядерное оружие, это создало какую-то абсолютно новую ситуацию. Же, как мы знаем, огромное количество ученых, прежде всего физиков, участвовавших в Манхэттенском проекте, или же своими открытиями, способствовавшим в той или иной мере, прямо или косвенно созданию атомной бомбы, они теперь начинают выступать за мир. Они начинают думать о том, что, может быть, лучше будет, если у двух сверхдержав окажется ядерное оружие. Они понимают, что надо что-то делать вот с этим страшным джином, выпущенным из бутылки. Что? С одной стороны, атомная бомба у США позволяет, в какой-то мере держать Сталина в узде. Не значит ли это, что США превратятся в такого вот единого общемирового жандарма? В июне 1946 года американский финансист и политик Бернард Барух разрабатывает свой план обеспечения мира. План очень любопытный и, не знаю, может быть, в 1946 году еще и реальный. Он выступает в ООН с очень пылкой речью и говорит о необходимости выбрать между миром во всем мире или разрушением всего мира. То есть или мы договоримся, или будет страшная Третья мировая война. Что он предлагает? Он считает, что Соединенные Штаты должны остановить производство новых атомных бомб, должны поделиться технологией производства ядерного оружия. Но не просто вот берите, и все, кто хочет, пусть теперь производят. Это все должно происходить под контролем только что созданной Организации Объединенных Наций. Добыча урана должна очень жестко контролироваться. То есть надо создать некий единый орган контроля. И вот и добыча урана, и весь процесс производства должен происходить под контролем международного сообщества. То есть надо создать какую-то систему эффективного контроля. Может быть, хотя, конечно, звучит очень утопично. И, конечно, этот план рухнул. Но Советский Союз говорит о том, что да, хорошо, мы будем давайте создавать эту международную систему контроля, но сначала пусть Соединенные Штаты уничтожат все свое атомное оружие, а потом поговорим о контроле. Понятно, что Соединенные Штаты не собираются этого делать. Тем более, понятная идея Сталина. Сейчас США, если сумеют убедить, чтобы США уничтожили свои бомбы, а на это работает левая общественность во всем мире, а тут-то в Советском Союзе бомбочка и будет готова. Понятно, что все это заходит в тупик.
И, конечно, вот обе сверхдержавы уже начинают поигрывать мускулами. Даже в тех странах Восточной Европы, где для виду были созданы коалиционные правительства, всем просто видно, как вытесняют всех некоммунистов. Вот 46-47 годы – это такое как бы время вот на весах качается политическая жизнь. Где-то раньше это происходит, где-то позже. Там выгоняют болгарского царя, румынского короля, побеждают левые партии, как бы не только коммунисты. В Польше проходят выборы, побеждает демократический блок, как хорошо звучит, получил более 80% голосов. Но там коммунисты, социалисты, и еще какие-то левые, но главные, конечно, коммунисты. Ну, а дальше уже дело техники выгнать всех некоммунистов. Или же оставить там кого-то так на разживу, кто не имеет никакой власти. Соединенные Штаты, как говорят, мы останемся в Европе, мы не будем выводить пока что свои войска, иначе тут непонятно, что произойдет. Уже видно, как усиливаются левые во Франции, усиливаются левые в Италии, продолжается гражданская война в Греции, усиливаются левые в Турции. То есть всюду происходит, в разных формах происходит смута какая-то. Надо понять, что такое вещь. Страх перед коммунистами, конечно, был всегда, начиная с 17 года, может, еще и до этого. Но это послевоенная Европа. И здесь симпатизируют тем, кто пострадал от фашистов. Коммунисты сильно пострадали от фашистов. Все левые сильно пострадали от фашистов. Мало того, они составляли очень важную часть сопротивления фашистам в разных странах. Соответственно, они просто не такие страшные. Вот мы же вместе партизанили, мы вместе боролись. Они приобретают популярность. То есть у них есть шанс получить большинство на выборах во Франции, в Италии, чисто демократическим путем. У них есть шанс прийти к власти вооруженным путем в Греции. То есть влияние Советского Союза может укрепляться все больше и больше. В 1947 году уже и Греция, и Турция получают очень большую помощь от Соединенных Штатов для того, чтобы противостоять левым. И Трумэн формулирует свою знаменитую доктрину, суть которой заключается в том, что Соединенные Штаты будут поддерживать демократические режимы по всему миру против наступления авторитаризма. Ну, то есть против Советского Союза, это понятно. Очень характерно, что в это же время создается ЦРУ для того, чтобы, опять же, следить по всему миру, не усиливаются ли где-то коммунисты, или, может быть, какие-то партии, которые называются по-другому, но по сути тоже являются промосковскими, и не давать им усиливаться. Ну и мы знаем, какое огромное количество не слишком демократических операций будет проводить ЦРУ по всему миру в следующие десятилетия. Сталин тоже не остается в долгу. В 1947 году создается новое объединение коммунистических партий, которое называется Коминформ. До этого, до войны, существовал Коминтерн, который казался таким главным органом развития мировой революции. Ну, еще в 30-е годы Сталин пересажал практически весь Коминтерн, и поэтому потом в 43-м распуск его, ну, вроде бы как жест такой доброй воли по отношению к союзникам, но этот распуск, в общем, ничего не менял. Теперь создается Коминформ, то есть новое объединение, и Сталин, конечно, очень внимательно следит за тем, как тоже усиливаются левые в разных частях света. Правило связи, ужесточения внешней политики с внутренней, оно, конечно, работает по обе стороны железного занавеса. 1948 год, Советский Союз, борьба с космополитизмом, который обычно мы смотрим как на проявление антисемитизма в культуре, в образовании, но на самом деле это не единственная задача, потому что основная идея формулировалась как борьба с низкопоклонством перед Западом. Отрубить все эти иллюзии о том, что могут быть нормальные контакты с западными странами, представить Запад как страшного врага и, соответственно, сделать более напряженной обстановку в стране. Это все четко продуманная политика. В Америке, как мы знаем, огромное влияние имеет в это время комиссия по расследованию антиамериканской деятельности, охота на ведьм пресловутая, когда ищут коммунистов, и далеко не только коммунистов, просто людей
людей левых взглядов, которых допрашивают, которых, когда они отказываются отвечать, отправляют в тюрьму за неуважение к суду, которых лишают возможности работать. Это тоже есть. Но это, конечно, совершенно другой уровень, несопоставимый с борьбой с космополитизмом, со всеми репрессиями, с уничтожением огромного количества представителей интеллигенции, культуры, искусства, партийной элиты, то, что происходило в этот момент в Советском Союзе. Очень интересно, что в новом, с позволения сказать, учебнике истории, по которому теперь должны заниматься российские школы, там глава о холодной войне начинается с того, что Соединенные Штаты раздували холодную войну, и в частности в США бушевала охота на ведьм, а в Кремле тоже отвечали, я сейчас примерно цитирую, в Кремле отвечали там эмоциональными высказываниями. То есть получается, вот какие гады американцы, пришлось нам тоже какие-то такие высказывания нехорошие делать, не более того. Но в Советском Союзе людей расстреливали и загоняли в лагеря. В Америке дурная была обстановка, отравленная атмосфера, конечно, несопоставимая. Но, в общем-то, враждебность, конечно, была с обеих сторон. Но при этом Соединенные Штаты понимают, что вот это вот укрепление их власти не может основываться только на атомном оружии, только на деятельности ЦРУ и других органов. Нужно что-то еще. Еще в 1947 году госсекретарь Джордж Маршалл высказывает ту идею, за которую он потом получит Нобелевскую премию мира, о том, что во многом влияние Советского Союза, вообще влияние левых, определяется бедностью страны. Чем беднее страна, тем больше они прислушиваются к коммунистической пропаганде. Значит, надо помочь Европе прийти в себя, восстановить экономику. И начиная с 1948 года начинает применяться знаменитый план Маршалла. Самые разные представители Соединенных Штатов много говорили о том, что вот надо комбинировать разные способы. С одной стороны, сдерживание Советского Союза. Каким образом? За счет военного превосходства. Вот у нас есть атомные бомбы. Помимо этого мы будем расширять присутствие обычных войск и в Европе, и в других местах. И военный бюджет, конечно, невероятно разрастается в конце 40-х в Америке. Но еще мы будем помогать экономическому развитию Европы. Дальше схема следующая. Каждый год американский конгресс принимает решение о выделении помощи, причем там суммы были огромные, и это были практически беспроцентные займы, в общем, во многом и безвозмездная помощь тем странам, которым Конгресс считает нужным помочь. Соответственно, каждый год рассматривается вопрос, насколько эта страна готова идти на сотрудничество с Соединенными Штатами. То есть, грубо говоря, они захватили ли там власть коммунисты за это время? Насколько она готова на условия? А условия очень интересные. Не дается просто помощь, а дальше делайте, что хотите. Это вот, к сожалению, то, что в начале 90-х произошло с Россией. Когда огромные займы, давайте восстанавливайте свою экономику. Куда эти займы рухнули? Кто сколько украл? Уже проследить было трудно. По плану Маршалла дается огромная помощь. Одновременно с этим американские эксперты получают доступ к большому объему финансовой, экономической информации об этой стране, что, конечно, усиливает влияние США, но одновременно они помогают реконструировать экономику, скажем, по тем принципам, которые использовались при Рузвельте во время нового курса, с использованием идей Джона Кейнса и так далее. Таким образом, не просто деньги куда-то уходят. Деньги идут, конечно, просто на помощь гуманитарную, но они еще идут на восстановление и на изменение экономики. Результатом станет то, что те страны, которые приняли план Маршалла, уже к началу 50-х достигли довоенного уровня, а во многих случаях и превысили его. И это страны, в которых коммунисты не смогли прийти к власти. Предложили взять всем, и странам Восточной Европы, и даже Советскому Союзу. Что бы делало американское правительство, если бы Сталин согласился принять помощь? Вопрос сложный. Но этого не произошло. Восточноевропейские страны вообще хотели, конечно же,
взять эту помощь. Им позволено это не было. В разных странах это происходило по-разному. Где-то покорно просто выполнили сталинское указание, где-то шла острая полемика. Польские коммунисты выдвинули свое предложение. Пусть богатый платит, то есть больше налогов, сейчас произведем социалистическое преобразование экономики, вот отсюда мы денежки возьмем на восстановление. Конечно, острее всего ситуация сложилась в Чехословакии, где было коалиционное правительство, в котором действительно много было коммунистов, но много и не коммунистов. При этом коммунисты занимали все больше и больше силовых министерств, вообще все больше контролировали армию, разведку, полицию и так далее. И когда на это наложился еще вопрос о принятии плана Маршалла, все это привело к очень острому кризису. Министры не-коммунисты подали в отставку, рассчитывая на то, что президент Бенеш распустит правительство и соберет новое некоммунистическое. Но все произошло совершенно по-другому. Демонстрации в поддержку плана Маршалла были подавлены, некоммунисты были выкинуты из правительства. Некоторые особенно популярные некоммунистические политики заплатили за это жизнью. Чехословацкий министр иностранных дел Ян Масарек был обнаружен на земле. Вроде бы объявили, что он выбросился из окна, покончил с собой. Хотя очень сильны были разговоры о том, что его выбросили из окна, и что таким образом воспроизводился старинный обычай дефенестрации, существовавший в Чехии, когда предателей страны выбрасывали в окно. История смерти Масарека до сих пор вызывает разные объяснения, но, во всяком случае, коммунисты победили в Чехословакии. Так же, как и в Польше, так же, как и в других странах. Помощь по плану Маршалла им оказана не была. Сталин как-то, очевидно, он тоже не совсем понял сразу ситуацию, потому что сначала он разрешил делегациям восточноевропейских стран отправиться в Париж на конференцию и обсуждать вопрос о плане Маршалла, и даже и советскую делегацию отправил. Потом он запретил восточноевропейским странам. Ну, в общем, все закончилось резким разделением вот этим в экономической сфере тоже. И уж, конечно, Советский Союз отказался от этой поддержки. Зато еще с 1947 года разрабатывается план Молотова в пику плану Маршалла, по которому должна оказываться огромная помощь социалистическим странам. И в 1949 году создается Совет экономической взаимопомощи, орган, который должен был, во-первых, координировать экономическое развитие всех социалистических стран, оказывать им поддержку, оказывать им помощь, ну и, конечно же, осуществлять контроль за тем, что там происходит в экономической сфере. И вот в этой ситуации, уже накаленной до предела, разворачивается один из первых кризисов холодной войны, но далеко не последний, к сожалению, и создается ситуация, при которой очень легко конфликт мог бы перейти в вооруженное столкновение. 24 июня 1948 года советские войска перекрывают сухопутный доступ в Западный Берлин. Ситуация следующая. Германии как государства не существует. Существует 4 зоны оккупации: советская, американская, английская, французская. При этом американская и британская зоны были уже объединены в бизонию, а позже будет еще присоединена французская зона. Значит, 3 зоны, то есть практически 2 зоны оккупации. Западная Германия и восточная. Государства пока что никакого нет. Вроде бы была договоренность о том, что Германия будет воссоздана как единое демократическое демилитаризованное государство, но здесь, как в капле воды, видно то противоречие, которое не могло быть разрешено в мире в целом. Вот есть 2 зоны оккупации, которые осуществляются державами с совершенно разным политическим устройством, с разным экономическим строем. И как здесь объединиться? Кто-то должен пойти на уступки, никто не хочет. Берлин находился внутри восточной зоны оккупации, советской, но при этом Берлин, как столица, был разделен, в свою очередь, на 4 зоны. Был восточный Берлин, который контролировали советские войска, и западный, который контролировали, прежде всего, американские войска. Переходы из одной части города в другую легко осуществлялись. Это было само собой разумеющимся. Но западная часть оказалась таким, островком среди коммунистического моря. При том, что в западной зоне оккупации уже производятся изменения, уже начинается денежная реформа. То есть там вообще жить-то лучше.
Западный Берлин как-то очень мешает тут на востоке. Соответственно, все сухопутные пути в Западный Берлин перекрываются. Там было продуктов примерно на месяц, чуть больше. И очевидно предполагалось, что потом ничего не останется другого, как просить помощи, скажем, у Красной Армии. И советские войска зайдут в Берлин западный, чтобы помочь жителям, ну и так далее, и наведут там свои порядки. Но все произошло по-другому, потому что начинается вот эта невероятная совершенно операция по организации воздушного моста. И обычно всегда вспоминают прежде всего изюмный конфетный дождь, когда летчики сбрасывали изюмы, шоколад вниз, а дети ловили. Но на самом деле это была грандиозная операция по переброске невероятного количества, огромного совершенно количества продуктов в Берлин. Это невероятная была по масштабу деятельность. И советские войска пытались этому мешать. Ну, что значит мешать? Они не могли сбить самолет. Если бы пошли американские грузовики на Берлин с продуктами, ну, они были бы остановлены просто при въезде в советскую зону оккупации. А самолет, ну что, его сбивать? Дальше, собственно, почти год было совершенно непонятно, как будут развиваться события. Достаточно было бы одному самолету упасть, чтобы это стало поводом уже для начала стрельбы. Надо сказать, что советские войска, конечно, не могли сбивать самолеты, но летать рядом совсем, сбрасывать парашюты вот в тех местах, где пролетали как раз американские самолеты. То есть много было возможностей какую-то устроить гадость. Направляли яркие прожекторы там, где шли уже на снижение летчики и так далее. Но не смогли остановить. 12 мая 1949 года блокада была снята. Первый такой момент, когда почти началась война, но, в общем, понятно, почему Сталин уступил. Потому что у Советского Союза еще не было атомной бомбы. Первые испытания пройдут в конце августа 1949-го, то есть вот несколько месяцев. Все-таки не удержались. Но и это всегда, конечно, воспринимается как большой успех Соединенных Штатов. Я тут слушала один подкаст, посвященный холодной войне, где автор говорит: президент Трумен посмотрел Сталину прямо в глаза, и Сталин моргнул. Ну да, Сталин моргнул, конечно. Но вот другой историк задает вопрос такой неожиданный. Меня он прямо ошарашил. Говорит: а это был успех Соединенных Штатов или, может быть, поражение? Ну, казалось бы, конечно, успех. Западный Берлин устоял, Сталин не добился своего. Да, но холодная война вышла на новый виток. Понятно, что из-за берлинской блокады ситуация радикализировалась еще больше. В апреле 1949 года создается НАТО. Блокада все еще идет. Возможность войны очень велика. У меня был прямой эфир, посвященный НАТО, где я подробно говорила об этой организации. Но здесь, наверное, важно сказать все-таки прежде всего, что бы сегодня ни говорили о солдатах НАТО, которые жаждут занять Крым, Украину и много других территорий, но НАТО было создано как оборонительная организация. И понятно, почему весной 1949 года. А следующий важный момент, конечно, это то, что стало ясно абсолютно, что ни о каком объединении Германии в обозримом будущем говорить нельзя, и, соответственно, создается Федеративная Республика Германия, Западная Германия, а через несколько месяцев создается Германская Демократическая Республика под контролем Советского Союза. Раскол Германии был оформлен окончательно. В тот момент казалось, что навсегда. Но при этом противостояние СССР и США, которое здесь так ярко видно было в Берлине, было далеко не единственной, ну, скажем так, линией разлома. Этих линий было очень много. Но для начала 1948 год, помимо всех других многочисленных событий, это год конфликта между СССР и Югославией. Об этом тоже шла речь в лекции, посвященной последним годам Сталина, то подробно говорить не будем, но надо понимать такую вещь, что Тито, глава Югославии, коммунист, человек, возглавлявший очень успешно действовавшую против фашистов партизанскую армию и сохранивший эту армию, потому что Сталин считал его своим человеком.
Тита к 1948 году уже очень сильно тяготится советским контролем, беспрерывными указаниями и начинает проводить независимую политику. Сталин презрительно говорит: вот шевельну пальцем и не будет Тита, но у него не получается шевельнуть пальцем по разным причинам. Из-за очень жесткой и такой смелой политики Тита, из-за поддержки, которую Тита оказывали Соединенные Штаты, хотя совсем им ни Тита, ни его политика не нравились. Ну, политика была более мягкая, чем у Сталина, но это еще такой комплимент сомнительный. Но Соединенные Штаты, конечно, поддерживали в пику Сталину. Разные есть версии о том, когда впервые была произнесена фраза, что о каком-то политике сказали, что он сукин сын, но наш сукин сын. Одна из версий как раз сводится к тому, что тогдашний госсекретарь Дин Ачесон сказал это о Тито. Очень может быть. Сталин был в ярости из-за неподчинения Тита, из-за независимой политики, которую Тита проводил. Но для нас сейчас интереснее то, что вот возникло государство, которое вот как бы пытается выскочить из этой биполярной ситуации. И Тита, конечно, вел себя очень хитро. Не случайно потом он будет одним из основателей движения неприсоединения. То есть неприсоединения ни к НАТО, ни к Организации Варшавского договора, который возникнет уже в 50-е годы. И потом более 100 стран войдут в эту организацию. Ну и для Тита, конечно, это будет такая хитрая возможность лавировать между сверхдержавами, получать поддержку. Таким образом, мир становится более сложным, что может быть и неплохо. Неплохо в данном случае, потому что поведение Тита не привело к войне между СССР и Югославией, слава богу. Одновременно возникают другие центры, про которые тоже не сразу понятно, на чьей стороне они будут. Очень трудно представить себе, что про Мао Цзэдуна не было сразу ясно, на чьей он будет стороне. Американцы, конечно, поддерживали прежде всего партию Гоминьдан, националистическую буржуазную партию в Китае, и предполагали, что она и будет контролировать весь Китай. Сталин, мы говорили об этом в лекции о Мао, то что Сталин играл, он поддерживал Мао, но налаживал отношения с Чан Кайши, с его партией Гоминьдан тоже. И было там непонятно, как все пойдет дальше. Мало того, когда заканчивается война с Японией, а пока воевали с Японией, то все враги Японии были хороши, и коммунистам тоже помогали китайским. Представители США посещают, естественно, Чан Кайши в его столице и посещают Мао Цзэдуна. И он производит на них очень сильное впечатление. Куда более организованная, более дисциплинированная армия, чем у Чан Кайши. Ну, они вроде бы как коммунисты. Но тот же Дин Ачесон говорит: а давайте подождем, пока пыль осядет. То есть он, может, и коммунист, а может, он и перебежит на нашу сторону. Учитывая цинизм Мао Цзэдуна, это вполне можно было предположить. Но мы знаем, что этого не произошло. Но Мао, который, конечно, в 40-е годы клянется именем Сталина и вроде бы выглядит как его верный союзник, он все равно себе на уме. И позже, как мы понимаем, Китай будет уже в начале 60-х всячески добиваться для себя положения третьей сверхдержавы. Во многом этого добьется, потому что создаст свою сферу влияния, много чего будет. Но важнее то, сейчас, вот если мы говорим о конце 40-х, возникает новый центр влияния. Холодная война, пока что холодная, переносится в Азию. Хотя здесь она уже не такая холодная, как в Европе, потому что Мао Цзэдун воюет с Гоминьданом, выкидывает их на Тайвань, возникает Китайская Народная Республика. В это же время неподалеку, в Корее, тоже оказываются две Кореи, вроде бы временно, но Ким Ир Сен, который рвется в бой, который жаждет захватить всю Корею, уговаривает Сталина, который совершенно не хочет еще этой войны, но уговаривает Сталина, чтобы тот разрешил ему попытаться захватить Южную Корею. И результатом этого становится начало Корейской войны в 50-м году. И вот здесь тоже окажется, что это не просто война между одной Кореей и другой. На заседании Совета Безопасности ООН
Северную Корею объявляют агрессором, кем она, конечно, и была. Советский представитель мог бы заблокировать это решение, но он бойкотирует заседание Совета Безопасности по приказанию Сталина, соответственно, не успевает этого сделать. Войска ООН, где большую часть составляют американцы, помогают Южной Корее, отбрасывают Северную Корею, почти захватывают ее полностью. И тут огромная армия китайская приходит на помощь, якобы армия добровольцев. В результате, как мы знаем, проходит линия по 38-й параллели, разделение Кореи. В отличие от разделения Германии, здесь после Второй мировой войны шли боевые действия, и еще какие, которые привели к огромным жертвам. Тут становится видна новая ситуация. Когда Советский Союз и США не воюют между собой, но они выставляют таких своих заместителей. Был Мао Цзэдун, был Гоминьдан. Там не сразу стало понятно, кто за кем стоит, но потом будет ясно уже. Америка поддерживает Тайвань, а Советский Союз поддерживает КНР, коммунистический Китай. В Корее тут и Америка, и Китай, и СССР стоят за воюющими. Ну, они воюют сами тоже, но непосредственно войны между СССР и Америкой нет, хотя по сути это она и есть. И дальше это будет тот механизм, который будет виден в разных местах. Во Вьетнаме, на Ближнем Востоке, когда СССР стоит за одной силой, США за другой, и сами не воюют. Зато за них воюют другие. Один историк подсчитал, что в военных конфликтах, происходивших где-либо в мире с 45 по 90 год, 7 из 10 погибших погибли в Азии, в той длинной полосе от Манчжурии до Ближнего Востока, где постоянно происходили какие-то локальные конфликты. Иногда короткие, как там шестидневная война, иногда затяжные, как Корейская война, Вьетнамская война. Но это было тоже проявление холодной войны, только совсем не холодной, увы, а с огромным количеством жертв. Потому что за этими конфликтами стояли сверхдержавы. Другое дело, что регулярно вырывались вот эти как бы марионетки из-под их контроля и действовали сами по себе. Но все равно это тоже часть холодной войны. Горячая часть холодной войны. Но все-таки сверхдержавы в борьбу непосредственную не вступают. Ядерная война не начинается. И здесь тоже очень такой непростой сюжет, в котором очень трудно для меня, например, найти для себя такой четкий ответ и понять, грубо говоря, понять, что правильно, что неправильно. 29 августа 1949 года в Семипалатинске происходит первое испытание советской атомной бомбы. Вокруг советского атомного проекта много сказано, много написано. Остается, конечно, очень большой знак вопроса в связи с тем, сделана ли была бомба прежде всего усилиями советских физиков, а над созданием бомбы работал весь цвет физической науки, все великие гении, кроме Капицы, которые, конечно, на многое были способны. С другой стороны, есть множество разных воспоминаний, рассуждений, утверждений, которые очень трудно проверить, о том, что атомный проект советский был резко ускорен благодаря сведениям, похищенным у американцев. Об этом писал знаменитый шпион Павел Судоплатов в своих воспоминаниях. Насколько можно ему верить, вообще насколько можно верить шпиону, пишущему воспоминания, это, конечно, очень большой вопрос. Но есть много разных других сведений. И, конечно, самая знаменитая, страшная, трагическая история связана с судьбой супружеской пары Юлиуса и Этель Розенбергов, которые были арестованы по обвинению в шпионаже на Советский Союз. Дальше это все происходит в 50-м году, после того, как у Советского Союза уже есть бомба. Юлиуса Розенберга обвиняют в том, что он завербовал и свою жену, и брата жены, и жену брата, и еще ряд людей, что он создал целое шпионское такое кольцо, сеть шпионскую, что они получали от разных людей в Лос-Аламосе
сведения, документы, перепечатывали их, фотографировали и передавали в Советский Союз. Это все происходит при невероятном, конечно, внимании прессы и людей обычных. Это ощущение, что Соединенные Штаты лишились атомной монополии, оно, конечно, у огромного количества людей вызывает ужас, у кого-то вызывает радость. И это далеко не обязательно шпионы. Совершенно ясно скажем, что многие физики приветствовали этот факт, потому что считали, что теперь вот будет равенство и не будет войны. Такие настроения были у самых разных физиков, включая Оппенгеймера. Насколько кто из них был связан действительно и что-то выдавал, тут тоже много-много больших-больших знаков вопроса. Но Розенбергов обвиняют в том, что они передавали эти документы. Дальше становится довольно быстро понятно, что против Юлиуса Розенберга очень много улик. Его жена, похоже, что куда меньше участвовала, но там возникает вопрос о том, кто же перепечатывал эти шпионские данные. И брат Этель Розенберг, который тоже проходит по этому делу, говорит, что он не знает. Это не была Этель. Но его жена, хотя есть версия, что именно она перепечатывала, она говорит, вот Этель печатала. А это уже сразу совсем другой уровень участия. То есть ты просто как-то там сочувствуешь мужу, где-то ему помогаешь, или же ты последовательно перепечатываешь шпионскую информацию. И когда брат Этель Розенберг узнает о показаниях своей жены, он меняет свои показания и подтверждает ее. Позже он говорил, это моя жена. Уже когда он выйдет из тюрьмы, говорит, это моя жена. Ну, то есть он, грубо говоря, он пожертвовал сестрой ради жены. Супругов Розенбергов приговаривают к смертной казни, при том, что за них заступались все, кто только мог. Эйнштейн, Папа Римский, огромное количество людей. Но обстановка была жуткой совершенно. На суд, конечно, это давило, и общественное мнение было против них. Кстати, общественное мнение было очень сильно как раз против нее. Вот тот факт, что у нее было 2 маленьких детей, казалось бы, должен был смягчить людей по отношению к ней. А наоборот, очень многие воспринимали это так, что вот у нее маленькие дети, а она ими жертвует ради коммунистов и ради этой борьбы. Их приговаривают к смертной казни обоих. Похоже на то, что им обещали, что если они назовут всех, кто состоял в этой их сети, то их помилуют. А они отказались. Ну и якобы, что там до последнего, вот уже их чуть ли не ввели на казнь, и раввин с ними шел и говорил, что вот сделайте это. Нет, они этого не сделали. И погибли, причем особенно как-то ужасно умирала Этель Розенберг на электрическом стуле, там буквально дым шел от нее. Как это было страшно и мучительно. А мальчиков, которым сначала было 7 лет и 3, когда их арестовали. Там ужасная была ситуация, как кто-то потом говорил, как? Еврейская семья, и никто не взял из родных этих мальчиков. У них была куча дядюшек, тетушек, никто не хотел их брать, все боялись замораться. В конце концов их взяла пара таких людей левых взглядов, и им очень повезло, в общем-то, потому что у них было прекрасное детство, их прекрасно приемные родители воспитали, потом они выросли под их именем. Ну, конечно, естественно, все равно осталась эта страшная травма, особенно у старшего, который хорошо помнил родителей. Младший-то так, у него смутные были воспоминания. И они помнили, как они приходили в тюрьму к родителям, как они прощались с ними. Ужасные, совершенно душераздирающие всякие вещи. И они дальше, когда выросли, они всеми силами пытались оправдать своих родителей и доказать, что те не были шпионами. Ну, прежде всего, мать. С отцом, в общем, было там трудно это доказывать. Они считали, что их родители оклеветали вот в этой жуткой обстановке холодной войны, охоты на ведьм, что они стали жертвами. Позже, когда были рассекречены разные документы американской разведки, и в частности, вот все то, что было связано с делом Розенбергов, стало понятно, что Юлиус-то уж точно был шпионом. Тут опять теперь вопрос, передавал ли он сведения, именно связанные с атомной бомбой. Он был шпионом. Про жену так по-прежнему, в общем, вопрос остается. То есть она была связана, конечно, но насколько, неясно.
Но вот эта вот ужасная история, казнь супружеской пары, родителей 2 маленьких детей при огромном количестве просьб от самых разных знаменитых людей, она показывает уровень этой вот ярости существовавшей. С помощью шпионов, без них советская атомная бомба была создана. И точно так же, как появление атомной бомбы у американцев изменило ситуацию, так же теперь появление советской бомбы тоже ее изменило. И с одной стороны, вот эта вот идея о том, что атомное оружие – это сдерживающий фактор, она в течение нескольких десятилетий действительно срабатывала. Сегодня мы видим, что атомное оружие может быть способом шантажа, можно использовать для того, чтобы держать весь мир, в общем, в заложниках, как это происходит сегодня в ситуации с Россией. Ясно, что есть возможности реальные для террористов создать атомную бомбу и грязную бомбу сделать, которая, может быть, не требует такого сложного изготовления, как вот настоящая бомба. То есть понятно, что действительно ядерное оружие сдерживает в какой-то мере, но при этом это далеко не единственный вариант развития. Но если мы говорим о конце 40-х, значит, вот 28 августа 49-го был произведен первый взрыв, и уже через несколько недель американцы зафиксировали изменения в воздухе, которые показали им, что было произведено это испытание. И какие выводы делает для себя Трумэн? Во-первых, надо больше бомб производить, делать более мощные бомбы, ну, то, что сначала называли супербомбой, потом водородной бомбой. А с другой стороны, ну да, теперь вот непонятно, как это можно применить ядерное оружие, а тебе в ответ нанесут удар. Значит, надо увеличивать количество обычных войск. И количество американских войск, присутствующих в Европе, еще больше разрастается. Несмотря, кстати говоря, на протесты Конгресса, который не хотел тратить столько денег. Но угроза того, что война из холодной перейдет в горячую уже не где-то там вот в Корее или в Китае, а по всему миру, она, конечно, существует. В июле 1949 года Сталин встречается с китайской делегацией. Ну, то есть блокада Берлина уже закончилась, испытание атомной бомбы еще не произошло, но вот-вот произойдет. И Сталин, конечно, дает им свой взгляд на ситуацию. Он у него очень оптимистический. Он говорит, план Маршалла уже провалился. 49-й год, план Маршалла расцветает. Влияние США в Германии уже ослабевает. Они сами опорочили себя, поэтому вероятность войны там уменьшилась. Но, конечно, раз есть империалисты, то есть вероятность войны. И он говорит, если империализм захочет воевать, очень интересная конструкция, империализм, да? Если империализм захочет воевать, то будем воевать. Они будут применять ядерное оружие, и мы будем применять ядерное оружие. И надо сказать такую вещь, что дальше времена будут меняться, как мы знаем. Будут эпохи потепления в отношениях, будут эпохи похолодания. Но вообще-то вот эта угроза применения ядерного оружия, она была все время. Сталин мог, конечно, говорить все, что угодно, но, однако, и в Советском Союзе производят ядерное оружие, и в Америке производят, и теперь уже и там работают над водородной бомбой, еще более мощной. В 1953 году Сталин умирает, и это, конечно, сразу оздоравливает международную обстановку. В частности, заключается перемирие в Корее, и уже вроде бы потише все становится. Советский Союз начинает мириться с Югославией. Дальше наступает хрущевская оттепель, которая ассоциируется у нас прежде всего с осуждением культа личности Сталина, с возвращением людей из лагерей. Но одновременно с этим, ну, опять же, вот все тот же самый закон. Смягчается обстановка внутри страны, смягчается международная обстановка. На том же самом 20-м съезде, еще до того, как Хрущев произнес свою речь, осуждающую Сталина, он в своем докладе, в докладе ЦК КПСС, который он читал, он говорит о разных вещах, и в частности о внешней политике, и говорит о политике мирного сосуществования. Вдруг выясняется, что война не так уж неизбежна. Вот как в сталинские времена казалось, что обязательно будет война, мы должны к ней готовиться. Нет, возможно мирное сосуществование стран с разным строем. В докладе на 20-м съезде внешнеполитическая часть была очень миролюбивая, по крайней мере, для того времени.
Это, конечно, не противоречит тому, что в 1956 году советские войска входят на территорию Венгрии и топят в крови Венгерскую революцию. Очень характерно, что западные страны не заступаются. Через некоторое время, тоже осенью 1956 года, Хрущев произносит речь на приеме в польском посольстве и, обращаясь к западным послам, говорит: нравится вам или нет, но история на нашей стороне. Мы вас похороним. Это производит жуткое совершенно впечатление, хотя потом объясняли, что имелось в виду не война, когда похороним, а то, что просто коммунизм победит естественным путем. Но так это звучало неприятненько, скажем прямо. В это же время, вот несмотря на оттепель, несмотря на то, что в 1959 году Хрущев приедет в Америку, такие невероятные шаги в сторону умиротворения, в развитие этого мирного сосуществования. Но в том же 1953 году, когда умер Сталин, в Америке новый президент Эйзенхауэр, бывший командующий американскими войсками во время Второй мировой войны, и он понимает, что вот эта трумановская концепция раздувания военного бюджета, максимального присутствия войск в Европе, она просто очень тяжела с финансовой точки зрения. Он не может совсем отказаться от политики сдерживания, но просто финансовая ситуация напрягается. И тогда разрабатывается новая концепция, которая называется New Look, новый взгляд. К войне все равно надо быть готовыми. Естественно, эта идея лежит в основе. Но каким образом? К какой войне? К более экономной. То есть невозможно дальше раздувать присутствие обычных войск в Европе и в других местах. То есть они там будут, но, может быть, в более ограниченной форме. Зато, как одна из реалистических версий развития, рассматривается вариант, при котором будет тактическое применение ядерного оружия. Оговаривается только по военным целям, только тактическое оружие, то есть не какие-то грандиозные ядерные бомбардировки, как это представлялось, например, Трумэну. Нет. Мы просто денежки сэкономим, а это будет быстрый способ ведения войны и достаточно экономный. Сегодня понятно, что не может быть никакого тактического применения ядерного оружия без страшного заражения местности, без гибели огромного количества мирных жителей, потому что невозможно ударить по какому-нибудь военному заводу и не ударить по окружающим местам. Но это представляется какой-то такой более, с одной стороны, сдержанной политикой, но при этом, использование атомного оружия переводится уже в сферу вполне реальную. Разрабатывается новое оружие, такое мини-атомное оружие, Special Atomic Demolition Munition. То есть для того, чтобы сбросить огромную бомбу на Хиросиму, нужно было ее загрузить в самолет, что было очень непросто, нужно было доставить ее, сбросить. А теперь разрабатывается такое оружие, которое могли переносить 4 человека. Каждый из них нес, правда, такую здоровенную сумку весом 18 килограммов. 4 человека тащат каждый по куску этого оружия, которое потом где-то можно собрать и, опять же, применить. Я не берусь судить, насколько реалистично было все это применение, но очень характерно, что это рассматривается, это разрабатывается, это не воспринимается как нечто невозможное. И не забудем, что в это же время и в СССР, и в США космические программы, которые, конечно, не просто для того, чтобы там где-то на пыльных тропинках далеких планет остались наши следы. И спутник, и все разработки ракетные нужны для того, чтобы их можно было в той или иной мере, в той или иной форме использовать на войне. Поэтому 50-е годы, конечно, оттепель, конечно, улучшение отношений, конечно, этот пресс сталинской эпохи ослабевает с обеих сторон железного занавеса. При этом все равно готовятся к войне. При этом все равно остаются противоречия во Вьетнаме, в Корее, на Ближнем Востоке. Это все остается. И одновременно с этим разрабатывается такая идея у американцев массивного ответа, то есть надо быть готовыми нанести ответ, не соответствующий
нанесенному врагом удару. То есть даже если враг тоже решит использовать тактическое оружие, мы-то сами, вот если будем нападать, у нас тактическое оружие, но если на нас нанесут даже ограниченный удар, а мы ответим огромным ударом, предполагалось, что не придется этого делать, что если противник будет знать о такой возможности, то он уже свой удар не нанесет. Ну и, в общем, до какого-то времени это срабатывало действительно. Хотя, как мы знаем, в эти же годы, о чем тоже шла речь в лекции о Мао Цзэдуне, Мао Цзэдун спокойно совершенно рассуждает в Кремле на встрече представителей разных коммунистических партий о том, что что такого страшного в атомной войне? Ну да, половина человечества может и погибнет, а зато вторая половина будет жить при коммунизме, вот как будет здорово. Все совершенно потрясены тем, что его вообще этот вариант не смущает. В этот момент у Китая, правда, еще нет атомной бомбы, он очень хочет получить разработки у СССР, но не получает. И пока что, значит, Китай еще в 50-е годы не атомная держава. Но вот этот сам подход очень характерен. Ну что, давайте нанесем. Ну, все-таки с обеих сторон, слава богу, преобладает не мнение Мао Цзэдуна, а все-таки вот, да, желание развивать атомное оружие, чтобы на нас не напали, а все-таки действовать другими способами. И, конечно, 50-е, 60-е годы – это время невероятного развития шпионской деятельности, о которой мы знаем не так много, как хотелось бы. Ну, по той простой причине, что мы в основном знаем про тех шпионов, которые были разоблачены. То есть не про самых хороших. Очевидно, те шпионы, которых никто не разоблачил, они куда более профессиональные. И интересно было бы знать, когда-нибудь будут написаны книги о том, сколько было советских шпионов в Америке, американских шпионов в СССР, сколько их было в Берлине, сколько их было в нейтральных странах. Тут можно говорить много-много-много. Мы знаем какие-то вот поверхностные вещи. Когда в 1961 году Богдан Сташинский со своей женой очень странным образом, буквально за несколько часов до того момента, когда будет перекрыт Берлин и начнется строительство Берлинской стены, вот они успели уйти на Запад. И Сташинский признался в том, что он убил двух людей, очень важных для украинской иммигрантской диаспоры. По приказанию советской разведки, КГБ, он убил сначала Льва Ребета, а затем Степана Бандеру. Происходит суд над ним. Очень тоже интересная вещь, потому что прокурор требует для Сташинского 2 раза пожизненное заключение за эти 2 убийства политических. А он получает в результате 8 лет. То есть, очевидно, он открыл какие-то очень существенные вещи, потому что он получил такое мягкое наказание. Но и Сташинский всячески объяснял, что, во-первых, сначала там ему угрожали, что арестуют его семью, поэтому ему пришлось идти на работу в НКВД, что потом ему промыли мозги, и он верил в правильность того, что он делает. Это вот то, что называлось аргумент Сташинского. То, что потом не будет использоваться в судах, потому что это противоречит Нюрнбергским принципам, о том, что исполнение преступного приказа – это все равно преступление. Хотя какое-то время это будет срабатывать, вот эта идея о том, что, ну, я всего лишь исполнитель. Скажем, определенному количеству нацистских преступников удастся получить мягкое наказание, именно потому что они будут доказывать, что вообще-то мы не верили, а мы просто исполняли приказ. Сегодня это уже невозможно. Дело Сташинского, помимо всего прочего, показало, как велика шпионская сеть. В начале 50-х бегут в Советский Союз 2 очень крупных английских разведчика, которые, как оказалось, работали на СССР. А в начале 60-х к ним присоединяется их друг и тоже участник этой кембриджской пятерки Ким Филби. А позже окажется, что еще 2 человека были. А сегодня думают, что, может быть, на самом деле их было больше. Лишний раз показывает, как в самых разных местах действовали шпионы. Ну, а параллельно с этим бегут шпионы советские, а кого-то вербуют в СССР. То есть вот эти вот шпионские сети не случайно, возвращаясь к тому, с чего начала, не случайно это как раз время, когда так популярны фильмы о Джеймсе Бонде, когда шпионы, очевидно, были повсюду. Это мог быть вот простой парень из
украинской глубинки, Богдан Сташинский, это могли быть интеллектуалы, выпускники Кембриджа, как Ким Филби и остальные эти шпионы. Там Энтони Блант, который был выдающимся искусствоведом. Или же офицеры КГБ, которые кто-то по идеологическим соображениям, кто-то по вполне материальным начинали сотрудничать с американской разведкой. Но при этом можно сократить количество войск. Переговоры начинаются от сокращения ядерных вооружений, о запрете тех или иных типов испытаний ядерного оружия. То есть начинаются какой-то такой вот попытки ограничить распространение ядерного оружия, которые на самом деле, да, они к чему-то приводят. Там, скажем, воздушные взрывы запрещаются, там, подводные. Все очень хорошо, но только ядерное оружие распространяется, да, ядерный клуб растет. А что касается сверхдержав, то здесь вот опять все время какой-то очень хрупкий этот баланс. В 1959 году Хрущев едет в Соединенные Штаты, и так все вроде бы здорово, вот оно мирное сосуществование. Он, правда, возвращается, начинает говорить о том, что СССР должен догнать и перегнать Америку, но ведь в экономической сфере. И должна была быть еще встреча в Париже на высшем уровне. Она сорвана, потому что американский самолет летит над Уралом. А понятно, почему он там летит, потому что там находятся военные заводы, где делается, в частности, ядерное оружие. И эта ситуация... Только что все было мирно. 1 мая, да, демонстрация, это любят в фильмах показывать. В фильме о Королеве это было. Вот он летит, его сбивают. Теоретически это могло стать поводом для начала большой войны. Не стало. А дальше, вот следующие несколько лет, буквально каждые там полгода что-то происходит, что показывает, что вот еще одна возможность, еще. Когда, нет, слава богу, разрулили. Но от этого ситуация не становится менее напряженной. В 1958 году еще Хрущев начинает требовать, чтобы американцы вывели свои войска из Западного Берлина. И он хорошо понимает, как он говорил, что вот Берлин – это те яйца, которые он может прищемить, и Запад взвоет. Что он и делает, когда в 1961 году начинается строительство Берлинской стены. И опять это вроде бы удар, это шок, это всеобщий протест. А не начинается. Карибский кризис. Я не буду говорить подробно о Карибском кризисе, отсылая к своей лекции. Но вот уж ситуация, когда все висело на волоске. Когда уже ракетные установки есть, уже боеголовки везут. Есть странные рассказы о том, как Фидель, которого его бы Куба прежде всего пострадала, а как он хотел, чтобы нанесли ядерный удар по Соединенным Штатам. Это, в общем, тоже рассуждение, как у Мао Цзэдуна. Пусть мы пострадаем, но зато мы им сейчас врежем со страшной силой. В последний момент, как мы понимаем, сумели все-таки договориться Кеннеди и Хрущев. Но это, наверное, самый был опасный эпизод из всей холодной войны. Но это максимальная конфронтация. И вот когда рассказываю об этом времени, у меня такое представление, вот глобус, и там проходит такой мощный раздел между сферой влияния СССР и США. В Европе это, конечно, прежде всего через расколотую Германию, через Берлин. И Берлинская стена так укрепляет этот разрыв. В Азии это, там, скажем, Корея. Но одновременно с этим видно, как разрастаются все новые и новые трещины, маленькие трещинки, которые становятся все глубже, все больше. И каждая из них теоретически может стать местом начала огромной войны. 1959 год побеждает революция на Кубе. И, как мы знаем, кубинские революционеры очень не прочь экспортировать революцию. Но отсылаю к своей лекции о Че Геваре. Китай, которого портятся отношения резко с Советским Союзом. Но это вопрос не только советско-китайской конфронтации, потому что Китай в 60-е годы начинает все больше себя позиционировать как великую державу, как третью сверхдержаву. Это проявляется, в частности, в том, что он оказывает огромную помощь и просто экономическую, и военную самым разным странам, и европейским странам социалистическим, и Вьетнаму, и Кампучии, вбухивает туда очень много денег, очень много оружия. Ну, так же, как поступают, в общем, и СССР, и Америка со своими сателлитами. Вьетнам.
где еще один проходит мощный раздел и невероятно кровавая война. Опять же, человек своей лекции о Вьетнамской войне. Но помимо этого, ведь 50-е годы и особенно 60-е – это время массовой деколонизации. Разваливаются колониальные империи – английская, французская. И возникает множество независимых стран, бедных стран, обозленных во много стран. И дальше будет идти постоянная борьба. Кто кого заманит к себе. Где будет советское влияние, где будет американское влияние, где будет китайское влияние. Иногда, конечно, эти страны пользуются, берут помощь у всех, но на кого-то они больше ориентируются. Это вот как будто такие линии раскола маленькие, которые проходят в Африке, освободившейся, где множество разных стран, плюс еще с огромным количеством ценнейших природных ископаемых. И в Азии, потому что от Вьетнама, вот как мы об этом говорили в лекции о Вьетнамской войне, от Вьетнама как бы такие волны идут к Лаосу, Камбодже, где потом окажется Пол Пот с его жуткими красными кхмерами. Китай будет кого-то поддерживать, скажем, Вьетнам, там у них испортятся отношения. Всюду вот эти вот линии раскола, раздела. И вот в этих местах льется кровь морями просто. В Европе, да, тихо. А в Конго, во Вьетнаме, в Кампучии всюду кровь льется. И здесь происходит интересное изменение в 60-е годы. Ясно, что к этому моменту ослабело влияние Советского Союза. Ну, в какой-то мере ослабело влияние. Хотя бы потому, что осудили культ личности Сталина. Китай, конечно, влиятелен, но тоже вот из-за того, что Советский Союз и Китай в жестком противостоянии, это мешает, естественно, их влиянию на другие государства. Меняется немножечко ситуация. То есть вот эта вот первая волна революционеров в колониях, они действовали, ну, скажем, вот во многом по указке Советского Союза. Теперь они уже во многом сами себе хозяева. Они готовы брать деньги, оружие, помощь. Но им больше нравится такой кубинский вариант. Небольшой отряд, партизанский, пришел, где-нибудь там в джунглях отсиделись, потом выскочили, напали, ушли к себе снова. Ну, в надежде на то, что это вызовет какое-то восстание. То, как погиб Че Гевара именно в такой операции, мало кого останавливает. И очень много вот этих партизанских движений где-нибудь в джунглях Латинской Америки, и в Кампучии, и в Конго или в других африканских странах. Вот этого есть очень много в 60-е годы. Мало того, если сначала военные лагеря, вот где готовили таких партизан, были в основном в Китае. Очень скоро они есть на Кубе, они есть во Вьетнаме, и они есть, конечно, у палестинцев, то есть в самых разных местах. Но снова назревают изменения. Значит, в 60-е годы мир просто трясет. Война во Вьетнаме, шестидневная война на Ближнем Востоке, свержение левого правительства в Индонезии, сопровождавшееся ужасающей резнёй. Ну и, как пик всего этого, попытка построения социализма с человеческим лицом в Чехословакии, Пражская весна и вторжение советских войск в Чехословакию в августе 1968 года. Вскоре после этого Брежнев в одном из своих выступлений формулирует то, что потом эксперты назовут доктриной Брежнева. Он говорит: когда внутренние и внешние силы, враждебные социализму, пытаются повернуть развитие какой-либо социалистической страны в направлении реставрации капиталистических порядков, когда возникает угроза делу социализма в этой стране, угроза безопасности социалистическому содружеству в целом, это уже становится не только проблемой народа данной страны, но и общей проблемой, заботой всех социалистических стран. Эта идея очень близкая сегодняшнему российскому руководству о том, что если где-то угрожают нашим интересам, то мы имеем полное право вмешаться. Потому что, для Брежнева суть в том, что это угрожает всему социалистическому содружеству, поэтому можно ввести танки в Чехословакию, и практически произвести там переворот. Поставить своих людей. И вот, очевидно, вторая половина 60-х – это новый такой виток страшного обострения холодной войны,
которая уже далеко не холодная, опять же, потому что Вьетнам, потому что шестидневная война, потому что, танки в Чехословакии, пусть даже с не очень большим количеством жертв, но все равно. В общем, можно каждый из этих конфликтов рассматривать по отдельности. А можно увидеть, что за всем этим стоят сверхдержавы, которые поддерживают одну или другую сторону. Но интересно, что происходит дальше. Вот казалось бы, что эти 20 лет, уже 25 лет, которые прошли после окончания Второй мировой войны, показывают, невозможно замириться. Все ужасно, все равно новые витки конфронтации. Был Берлинский кризис в 1948 году, вроде бы как-то успокоилось, нет. Строим Берлинскую стену. Только с Америкой стали какие-то переговоры, нет, Карибский кризис. Вот все время что-то, только чуть-чуть какие-то, опять взрыв. Но начало 70-х – это новый виток опять замирения. Причем, опять же, не только между СССР и Америкой, но в какой-то мере по всему миру. Начинают договариваться в Вьетнаме, начинаются переговоры в Париже, и в конце концов американцы уходят из Вьетнама. Северный Вьетнам захватывает Южный, но война закончилась, по крайней мере. В 70-м году Вилли Брандт приезжает в Варшаву, становится на колени перед памятником жертвам, героям восстания в Варшавском гетто. И это такой символический жест, очень важный. Но одновременно с этим заключается целая система соглашений, по которым, скажем, ФРГ признает границы Польши послевоенные, то есть практически признает передачу части немецких земель Польше. Начинаются переговоры, какое-то сближение между ФРГ и ГДР. То есть это, с одной стороны, это все часть того, что мы называем политикой разрядки. С другой стороны, это, в общем, увековечивание той ситуации, которая была в Европе. Вот здесь тоже очень такой болезненный, мучительный вопрос. Я думаю, что он был мучителен тогда, и он не менее мучителен и актуален сегодня. Грубо говоря, что важнее мир или победа. Очень хорошо, когда идут переговоры, идет сближение. После каждого приезда какого-нибудь крупного политика западного в СССР выпускали из лагеря каких-нибудь правозащитников или разрешали уехать какому-то количеству отказников, которых не выпускали из СССР. И так далее. Идет культурное общение. Опять же, естественно, смягчается несколько режим внутри страны, как всегда это связано. С другой стороны, это означает зафиксировать нынешнюю ситуацию. Зафиксировать то, что у Советского Союза есть своя империя, есть своя сфера влияния. Это принимается как факт. Это существует. В 1972 году президент Никсон приезжает в Советский Союз, он же приезжает в Китай, то есть Америка готова идти на переговоры с другими странами, совершенно ей чуждыми. Это не воспринимается как проигрыш перед коммунистами, это воспринимается как именно разрядка. Вскоре уже Тайвань будет выведен из Совета Безопасности, а представители коммунистического Китая туда войдут, где они и находятся до сегодняшнего дня. А потом Брежнев будет встречаться с Джеральдом Фордом, а потом с президентом Картером, а еще будет множество поездок, и будут договоры о сокращении вооружений, и будет полное ощущение, что вот мы чего-то добиваемся, мы смягчаем ситуацию, мы облегчаем ситуацию. Очевидно, здесь главным достижением будет конференция о безопасности и сотрудничестве в Европе в Хельсинки, где будет подписан грандиозный документ. И этот документ, который подписали практически главы государств всей Европы, что западный, что восточный, и Брежнев подписал, состоял из так называемых 3 корзин, посвященных экономическому сотрудничеству, культурному сотрудничеству в Европе и правам человека. И Советский Союз все это подписал. Но только, как мы знаем, был очень рад развивать экономическое сотрудничество, продавать нефть, получать хлеб и многое другое. Культурное сотрудничество, и Большой театр поехал по всему миру, и в Советский Союз стали приезжать, там, скажем, французские певцы, стали показывать немножечко американских фильмов. Вот с правами человека как-то похуже было.
Конечно, была создана Хельсинская группа, которая следила за нарушением прав человека, только совсем не государство ее создало, а государство только занималось тем, что сажало представителей Хельсинской группы. И вот это такая странная ситуация. Вообще здорово, когда все к миру идет. В это же время Советский Союз вообще-то вызывает страх. Президент Никсон может приехать провести переговоры, будет подписано соглашение об ограничении стратегических вооружений, и еще много-много-много будет всего другого. А, скажем, Финляндия, которая сегодня так мужественно себя ведет против тех, кто бежит от режима Путина, пытается бежать, и не пускает их героически. А вот Финляндия в это время, понятие даже было финляндизации, она как бы не является социалистической страной, но почему-то, например, выдает тех, кто пытается к ней бежать из СССР. Понятно почему, потому что боится, потому что рядом какая огромная держава, мало ли что будет. И в это же время в разных местах, тоже за пределами вот этого западного мира, где все эти идут договоренности, идет укрепление Советского Союза, и, в общем, продолжается эта, так сказать, горячая холодная война. Потому что после революции в Португалии разворачивается страшная кровавая война в португальских колониях, борьба за освобождение, а параллельно это еще борьба между разными левыми группировками. И роль Советского Союза в войне в Анголе и роль Кубы, конечно, была огромна в поддержке одной из фракций, в раздувании этой войны. В те же 70-е годы происходит переворот в Эфиопии, и к власти приходит просто ужасающий убийца и бандит Менгисту Хайле Мариам, который, когда студенты пытаются возражать против него, он просто их приказывает всех там из пулемета расстрелять и все. Его, конечно, принимают в Советском Союзе, и понятно, почему его принимают, потому что это делает Эфиопию сателлитом Советского Союза. Вот так вот постепенно в разных местах где-то льется кровь, а где-то просто какие-то страны все больше оказываются в советской сфере влияния, какие-то в американской. Холодная война продолжается. И когда происходит переворот Пиночета в Чили, то это тоже в какой-то мере противостояние. Это противостояние левых и правых в самом Чили. И Пиночет хотел, как он потом объяснял, не дать Чили превратиться в новую Кубу. Поэтому он залил страну кровью. Но ясно совершенно действительно, что за Сальвадором Альенде, как бы он ни хотел проводить независимую политику, стоял Советский Союз, и ясно, что Пиночета поддерживала Америка. И опять вот этими чужими руками ведется борьба. И таких примеров очень много, пока, наконец, вся вот эта политика разрядки не обрушивается, потому что советские войска вторгаются в Афганистан. Пока великие державы то ссорились между собой, то проводили переговоры и договаривались о ограничении стратегических вооружений или ограничении испытаний ядерного оружия, и все делали хорошие правильные вещи. А в других местах они помогали тем или иным партизанам, тем или иным политикам, и давали деньги, и давали оружие. В общем-то, формировали, как им казалось, своих приверженцев. Как один историк так злобно написал, что подобно монстру, который перестал слушаться доктора Франкенштейна, многие из них переставали слушаться тех, кто им помогал. Конечно, ярчайший пример – это талибы в Афганистане, которых сначала явно совершенно пытались использовать против советского вторжения, не понимая, что воспитывают совершенно новое поколение бойцов. А вот это вот новое поколение в третьем мире, условно говоря, в широком третьем мире, оно стало совершенно другим. Вот если 60-е и начало 70-х, это прежде всего, условно говоря, те, кто ориентируется на Че Гевару. Партизанское движение, леваки, не обязательно марксисты в советском понимании, они могут быть троцкистами, они могут быть маоистами. Они ведут свою партизанскую борьбу. И вдруг оказалось к концу 70-х, что все большее значение имеет теперь религиозная борьба
национальная борьба, этническая борьба, что уже звучат слова о священной войне, что уже в Иране исламская революция, что в Афганистане где-то в пещерах уже Усама бен Ладен собирает свое войско. Это начинается в разных местах, это не сразу заметили. А все еще воспринимали, с точки зрения, так скажем, 60-х годов. Есть левые, есть правые. Коммунисты, или там сторонники, просоветские, проамериканские. А оказалось все намного сложнее. Но еще один удивительный переворот произошел в конце 80-х, в начале 90-х. То есть советское вторжение в Афганистан в 1979 году положило конец политике разрядки. И начало 80-х – это время очень острой конфронтации между сверхдержавами. Опять все время кажется, что вот-вот может начаться война. Все время такое ощущение, что вот-вот что-то такое произойдет. Знаменитая история о том, как Рейган проверял микрофон перед своим выступлением, не зная, что уже идет трансляция, и пошутил. My fellow Americans, I'm pleased to tell you today that I've signed legislation that will outlaw Russia forever. We begin bombing in 5 minutes. Советский Союз на нас напал, мы сейчас нанесем ядерный удар. Это услышала вся страна. И на какой-то момент поверила. К счастью, на короткий. Но очень такая шуточка-то характерная. Когда Рейган начинает свою программу стратегической оборонной инициативы, которую тут же журналисты назовут «Звездными войнами», и предполагает, что можно вооружение перенести на спутники. Сегодня говорят, что это не потянули бы Соединенные Штаты эту программу. В тот момент этого никто не знает. И полное ощущение опять, что Карибский кризис пронесло, а сейчас уже, с космических кораблей будут на нас целиться. Ощущение приближающейся войны, конец 70-х, начало 80-х, оно прям невероятно острое. 1 сентября 1983 года советские ПВО сбивают пассажирский корейский «Боинг», который по ошибке на Дальнем Востоке влетел в воздушное пространство СССР. Я очень хорошо помню этот ужас при сообщении о том, что просто по ошибке сбит самолет, погибло 269 человек. Понятно, чем она вызвана, эта ошибка. Ощущением, что наверняка сейчас что-нибудь произойдет. И когда всего через несколько недель сработала система предупреждения и был дан сигнал, что летят уже ракеты американские, и остается только много раз благодарить судьбу, Бога, кого угодно, за то, что Станислав Петров, дежурный офицер в этот момент, предположил, что это ошибка системы, и не начал процедуру уже нанесения ответного удара. Но эти ситуации вроде бы, понятно, всюду может отказать система, всюду может быть ошибка, всюду может быть то, это, но они показывают уровень напряжения. И когда дальше, в 1985 году, Горбачев начинает говорить про новое мышление, про то, что общечеловеческие ценности важнее пролетарской солидарности, то есть, не будем революционеров поддерживать. И дальше, когда начинается эта линия его встреч, сначала с Рейганом, потом с множеством других политиков, и американских, и европейских, то конечно, создается полное ощущение, опять в очередной раз, того, что вопрос решен. В этот момент кажется, что для этого ощущения есть больше оснований, потому что все время холодная война выходила на новые и новые витки из-за абсолютно непримиримых противоречий в политическом устройстве, в экономическом строе сверхдержав. А теперь начинается перестройка, и оказываются какие-то общие точки, которых до этого не было. И их все больше и больше. И отношения все лучше и лучше. И 1989 год выводятся советские войска из Афганистана, рушится Берлинская стена. 90-й год объединяется Германия. Начиная с 1989 года, не только из Афганистана уходят уже последние советские войска, но советские войска начинают уходить из Европы Восточной. Будет длиться несколько лет, но процесс пошел. Еще довольно долго, скажем, в Московском университете предлагали студентам на экзамене отвечать на вопрос причины поражения Советского Союза в холодной войне. Что мы все проиграли. Но на самом-то деле в этот момент мы очень много выиграли.
потому что мы выиграли мир, мы выиграли спокойствие, так же, как и весь мир. И если где-то есть поражение, то, на мой взгляд, оно заключается в том, что мы не сумели удержаться в той ситуации, которая в 90-е казалась очень реальной. Знаменитая книга Фрэнсиса Фукуямы, сначала статья, потом превратившаяся в книгу «Конец истории», та книга, за которую сегодня все, кому не лень, издеваются над бедным Фукуямой, замечательным вообще-то историком, ученым. В этой книге он доказывал, что, собственно говоря, основное развитие истории завершилось. Почему? Потому что либеральная демократия победила на большей части мира, конечно, еще не везде. Вот еще есть диктаторские режимы, скажем, в Азии, есть еще Китай, есть исламский мир с его, мягко говоря, недемократичными государствами. Но это все мелочи. Это то, что постепенно будет уступать, и скоро весь мир станет таким скучным, но зато спокойным и довольным либеральным устройством. Как мы знаем, увы, этого пока что, по крайней мере, не произошло. Я, правда, все время говорю о том, что Фукуяма-то не так давно эту книгу написал. Может быть, через 100 лет окажется, что он был прав. Пока что-то незаметно, потому что диктатур все больше, потому что столкновений все больше. И последние годы мы видим не только, скажем, усиление диктатуры в России или в Беларуси, но мы видим развязывание все новых и новых войн. Если всеобщее внимание привлекает Украина или Израиль, но есть еще множество конфликтов, которые где-то уже привели к столкновениям, а где-то только на грани этого. Сегодня, конечно, вместе с Джоном Луисом Гаддисом сказать: ох, как хорошо, холодная война закончилась, и теперь мир стал лучше. Что-то не поворачивается язык, потому что пока что в обозримом будущем мир, похоже, будет становиться все хуже. Возникает вопрос о том, хорошо, холодная война закончилась, но, очевидно, мы можем сказать, с падением Берлинской стены, с объединением Германии, той холодной войны, которая была в предыдущие десятилетия, больше нет. Но есть противостояние России и Запада, России и Америки. Есть множество конфликтов в разных местах. Значит ли это, что мы обречены на эти постоянные повторения замирения, снова какие-то кровавые конфликты или просто резкое похолодание в отношениях? Значит ли это, что атомное оружие потеряет эту свою сдерживающую ценность, скажем так, и сможет быть использовано в этих конфликтах? Я не знаю. Но мне, как всегда, хочется верить в то, что человечество найдет какой-то выход. Та ужасная, кровавая, несвободная ситуация, в которой сегодня находится очень большое количество стран, не только Россия, это еще не значит, что так будет всегда. И в конце концов, когда мы говорим о холодной войне, мы говорим о периоде несколько десятилетий. Для истории это так, мелочи. Для нас не мелочи, к сожалению. Поэтому, что остается? Только надеяться на то, что мы сделаем какие-то выводы. Для меня первый вывод заключается в том, что не может быть разрыва между внутренней и внешней политикой. То есть договариваться о мире с людоедом можно, конечно, но надо понимать, что этот мир будет очень непрочным. Когда людоеды исчезнут, не спрашивайте меня как, тогда можно будет договариваться о мире. И, наверное, человечество должно будет в ближайшие десятилетия выработать какую-то совершенно новую политику по отношению к ядерному оружию. А если не выработаем, то дело будет плохо. Поэтому давайте надеяться на то, что сможем придумать какие-то совершенно новые стратегии. Спасибо всем, благодаря кому была записана эта лекция. Нашим спонсорам на YouTube, нашим патронам на Патреоне, тем, кто нас поддерживает на платформе Boosty. Если вам понравилась эта лекция, пожалуйста, не забудьте поставить лайк и сделать репост, тогда ее увидит больше людей. И интересно знать ваше мнение. Обречены ли мы на вечное повторение этих витков холодной войны? Или же
мы сможем вырваться из этого порочного круга. И уж, конечно, не дать холодной войне перейти в горячую. Сможем ли мы найти какие-то мирные пути развития? Жду ваших комментариев. Счастливо!